Добрый день, друзья! В этой части мы будем докрашивать варлорда и подставку. Первым делом красим сколы на броне. Для этого сначала песочным цветом ставим маленькие точки и подводим грани. Не забывайте, что масштаб очень маленький, примерно 1 к 250, поэтому даже маленькая точка отображает крупный скол. Затем темно-коричневым ставим еще более маленькие точки посередине самых крупных светлых и снова подводим грани, таким образом, чтобы оставалось немного светлого. Далее потеки. Ставим точки коричневой масляной краской и растушевываем их white спиритом. Затем переворачиваем детали и растушевываем в обратную сторону, корректируя направление потека. Той же краской прорисовываем расшивку, излишки убираем чистой кистью. Черной и коричневой масляными красками проливаем корпус, где просто металл, мажем больше черного, где движущиеся части и механизмы больше коричневого. Убираем излишки ватной палочкой. Модель большая, поэтому лучше обрабатывать по частям. Пролил ногу, стер излишки, и только после этого проливаешь вторую.
Чтобы разнообразить цвет металла, добавляем пятна ржавчины. Это удобно делать краской Pebeo жженая сиена. В ней очень много пигмента и она крайне матовая. Именно красить ей неудобно, но для этого спецэффекта как раз. Просто натыкиваем пятна и убираем излишки чистой кистью. Темно-бирюзовым делаем патину на медных частях и золоте, после чего высветляем грани. Хромом красим движущиеся поршни и шарниры, грани высветляем темным металликом. Белым рисуем подложку на линзах. И закрашиваем их ваяховским Green Flow. Зеленые точки на фоне красного будут смотреться особенно ярко. Как бонус, они еще и светятся под ультрафиолетом. Теперь подставка. Сначала здания и обломки на земле плотно драйбрашатся в серый. Поверх немного светло-серого.
Земля драйбрашится желтовато-коричневым. Так как подставка большая, нужно разнообразить цвет земли, поэтому натыркиваются пятна красно-коричневым и песочным. Тожженный сиена, который делали ржавчину, разводится до состояния проливки и наносится на руины и обломки. Лишнее с поверхности убирается чистой кистью. Бронзой красятся декоративные элементы зданий. Руины покрываются черной и коричневой проливками. Они не смешиваются заранее, а просто наносятся на модель то одна, то другая. Так получается немного отличающаяся оттенком поверхности. После высыхания проливок светло-серым подводятся грани. Так же, как и на титане, бирюзовым рисуется патина, но слой ее чуть потолще. Разведенным песочным надувается слой пыли на ногах и основаниях зданий. С граней пыль убирается смоченной в воде ватной палочкой, а шарнир влажной кистью. После чего шарниры еще можно мазнуть хромом. Кусочками разбитого защитного экрана от мобильника можно сымитировать стекло. Чтобы подчеркнуть чудовищный размер титана, на подставку клеются микромарины.
и крохотный комиссар с телохранителями в честь комиссара Холта. Готовая модель выглядит так. На этом все. Спасибо за просмотр. Если знаете кого-то, кому это видео будет полезно, поделитесь с ним. И до новых встреч!